En çok nefret edeceğim biri varsa o da sensin. Ben de sana aşık oldum. Sizin Eşref'le bir derdiniz mi var? Vereceği bir hesap var. Neden huzur vermiyorsun Nisan'a? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Во время встречи Чикдема с Кадиром их застукала Сельма, мать прокурора. Когда Сельма спрашивает Чикдема, та отмахивается, говоря, что они встретились, чтобы задать несколько вопросов по делу. Однако Динчер настраивает Нисан против Эшрефа, рассказывая ей, что наркоторговец Кызылмалы сбежал из тюрьмы и убил его. Он убеждает Нисан, что враги Эшрефа напали на нее и что Афра была убита именно по этой причине. Пока Эшреф и Нисан спорят об этом, Эшреф говорит, что выстрелит себе в голову, если причастен к смерти Афры. Внезапно, заметив какое-то движение вокруг, он хватает Нисан за руку и пытается утащить ее. Он приказывает Нисан спрятаться за деревом, а затем начинает перестрелку с мужчинами. Во время драки Эшреф видит руку, защищающую его, это рука человека, ранившего Афру. Из любопытства Эшреф бросается за ней, но не может догнать. Затем он хватает Нисан и тут же уходит. Эшреф совершает налет на дом посредника и берет в заложники его брата, чтобы выяснить, с кем тот сотрудничает. Когда Эрмак совершает налет на отель, чтобы спасти ее брата Гурдала, появляются Мюслим и Фарук и берут в заложники Кенана. Несмотря на жестокие побои, Кенан отказывается выведать Гурдала. Застав Эрмака одного, он говорит ей, что отвезет ее к брату, и просит ее позвонить Кадиру, якобы узнав его местонахождение через зашифрованное сообщение. Вместе они отправляются к Гурдалу, где люди Кадира устраивают засаду на Эрмак и заключают ее вместе с Гурдалом в тюрьму. Когда прокурор Сельма требует у Чикдема видеозапись, Чикдем стирает запись Кадира и затем отдает ее. Сельма говорит Чикдему, что она проверит все удаленные записи и что они попадут прямо к ней. Когда Чикдем уходит, она понимает, что не может выбраться из этой ситуации, поэтому звонит Кадиру и рассказывает ему. Сколько бы раз она не спрашивала Кадира, кто его партнер, ответа она не получает. На этот раз она решает проследить за ним и отправиться к Динчеру. Однако Кадир отказывается и приказывает одному из своих людей проткнуть Чикдему шины на светофоре. Чикдем немедленно звонит Эшрефу. Несмотря на то, что Эшреф сначала сказал ей, узнав, что инцидент связан с Кадиром, она отправляется к нему. Выслушав подробности происшествия, она забирает Чикдем и высаживает ее в условленном месте, несмотря на ее нежелание. Когда Эшреф приезжает к дому Нисан, она говорит Нисан держаться подальше от Динчера, говоря, он мне с самого начала не нравился, он плохой человек. Они спорят. Эшреф спрашивает, почему ты веришь всему, что он говорит, а не всему, что говорю я. Когда Нисан говорит, по крайней мере, этот человек не убивал, Эшреф умоляет, я не имею никакого отношения к смерти Афры. Поверьте мне, что будет дальше. Нисан отвечает, я очень хочу, чтобы ты оказался прав. Эшреф зовет брата Кабземала и говорит, сейчас я это докажу. Когда он говорит мужчине, поговори со мной и расскажи мне все, тот отвечает, мы поклялись отомстить, когда умер мой брат. Сначала мы забрали всех близких Эшрефа, а потом лишили его жизни. Нашей целью было убить тебя, но не сумев связаться с тобой, мы нашли твою сестру, которая зашла в комнату со своим парнем. Там мы заставили ее принять наркотики. Она умоляла его и сказала, что потеряла сознание, описывая момент своей смерти. Нисан приходит в ярость и душит мужчину до смерти. Эшреф велит Мюслиму вывести мужчину и говорит ему, что он лжет. Но Нисан выгоняет Эшрефа из дома, разражается слезами и рыдает. Кадир устраивает встречу с Эшрефом и дядей Хыдером, где Хыдер заставляет замолчать и Кадира, и Эшрефа, говоря, Эшреф отдаст вам товар. Кадир отвечает, вы не продаете товар здесь, вы оставляете братьев Эшрефа, и это нарушает закон. Они встают и уходят из-за стола, Эшреф и он впереди.
Эшреф встречается с русской мафией, чтобы забрать товар, впечатляет их своей смелостью и прямотой и отдает товар Эшрефу при условии, что тот возьмет его машину в заложники, не взяв никакой платы. Эшреф звонит Кадиру и сообщает, что товар готов, и Кадир дарит ему часы. Пока Нисан сидит на пляже, к нему подходит Эшреф и говорит: «Я докажу тебе, что они нас обманывают, а Динчер настраивает тебя против меня». Когда Нисан снова выступает в защиту Динчера, они спорят: «Эшреф, ты его адвокат». Затем Эшреф звонит Мюслиму и Фаруку, чтобы они отправили их за Гурдалом и Ермаком, и говорит им, что они вернутся к вопросу об Афре. Когда Мюслим и Фарук отправляются за Гурдалами, Гурдал обнаруживает, что их отдали Эшрефу в обмен на товары, что вызывает хаос. Фарук и Мюслим слышат внутри звуки драки, и между ними начинается стычка. Когда Чикдем отправляется в Анкару, чтобы отправить записи с камер видеонаблюдения отеля, звонит женщина, сопровождающая Динчера, и говорит, что ее мужчина передаст ей файл с информацией о действиях Чикдема и что ей не следует отправлять эти записи в Анкару. Чикдем придумывает вынужденную уловку, позвонив своей матери, прокурору Сельме, чтобы сообщить, что за ней следят и она в опасности. В последовавшем разговоре она утверждает, что ее загоняют в угол, и направляет свою машину на траекторию грузовика, намеренно разбивая его. Прежде чем передать товар, Эшреф звонит Нисан, говорит ей, что она действительно вдохновляющая женщина, а затем звонит в полицию, чтобы сообщить о ней. Как только Кадир собирается схватить товар, раздаются полицейские сирены, и Кадир убегает со словами: «Пусть мужчины запрут Эшрефа рядом с товаром, мы уходим». Чикдем пытается выбраться из перевернувшейся машины, и, отправив записи в горящую машину, она находит их весьма убедительными, как раз в тот момент, когда машина взрывается. Нисан, размышляя над словами человека, предположительно убившего Афру, понимает, что он лжет. Она звонит Эшрефу и говорит: «Эшреф был прав, он солгал, ты был прав». Эшреф отвечает ей: «Это не важно, мне место в тюрьме». На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.